Всем привет! Я концертирующий пианист Тимофей Казанцев, но сегодня я буду в необычной для себя роли фортепианного мастера, настройщика. Не могу сказать, что я хороший фортепианный мастер, я нигде профессионально не учился. Я брал несколько уроков у новосибирского главного настройщика специальной музыкальной школы Сергея Гофмана. И по большей части я, конечно, самоучка. Периодически мы созваниваемся или встречаемся с Сергеем Владимировичем. Он ужасается скупости моих познаний в этом ремесле. И я стараюсь не соприкасаться как настройщик с инструментами, но сегодня случай особый. От этого рояля отказались все настройщики, потому что это не стандартный рояль, это рояль с венской механикой. Не каждый согласится таким заниматься, тем более здесь, в Германии, где у всех достаточно узкая специализация. И этот инструмент, этот рояль стоял в нашей музыкальной школе уже очень давно. Где-то 2 года им почти не пользовались, потому что он был в плохом состоянии, он был не отрегулирован, он был не настроен. На нем перестали заниматься ученики, и, соответственно, эта комната стояла пустая. Не так давно, в последний раз, когда мы вызывали сюда фортепианного мастера, мы обсуждали с ним этот рояль. Он сказал, что он им заниматься не будет, но при этом те дефекты, которые я считал дефектами, а именно состояние демпферной системы, он сказал, что, конечно, демпферная система уставшая, но, тем не менее, она скорее исторически корректная, чем неисправная. То есть тут есть отдельные клавиши, которые работают неправильно. Допустим, вот си-бемоль не глохнет совершенно. Но это особенный рояль, рояль начала 20 века или конца 19-го, Винсент Ойсер, венский рояль с венской механикой. И мне стало интересно попробовать его реанимировать, подчинить, чтобы использовать его для какой-нибудь романтической или классической музыки. И, собственно говоря, мне это сделать удалось. Я завершил сейчас первый этап работ над ним. Я этим доволен. Я занимаюсь на нем программой Фредерика Шопена. Также я чувствую, что этот инструмент очень хорошо подходит для любой музыки Бетховена. Я еще запишу на нем что-нибудь Бетховена, может быть, даже какую-нибудь сонату. И в этом видео я хотел бы показать устройство венской механики и объяснить на том уровне понимания, на котором я нахожусь сейчас, как с ней стоит обращаться, потому что для меня было очень сложно найти хоть какие-то материалы про венскую механику. Я нашел всего пару видео на YouTube, которые в основном описывали ее, но не рассказывали, как ее стоит регулировать и ремонтировать. И в тех печатных материалах, в тех книгах, которые нам удалось достать, мне или Сергею Владимировичу Гофману, там тоже было скорее описание в общих чертах, но не рекомендации по ремонту или регулировке. Так вот, я хотел бы заполнить вот этот пробел. Я понимаю, что я не профессиональный настройщик, но все-таки я немножечко опишу процесс работы с этой механикой и объясню мое настоящее понимание того, как добиться от этой механики наилучших результатов. На самом деле я планирую еще один заход полной регулировки этой механики, возможно, даже полного ремонта, потому что, хоть я и потратил около 1,5 месяцев для того, чтобы понять, как она работает, я допустил несколько ошибок, которые не позволяют сейчас добиться нужных регулировок, и у меня нет времени для того, чтобы начать этот процесс сначала. Я попытаюсь сейчас показать, как оно должно быть в идеале, но к этому идеалу я сам, наверное, приду не раньше следующего лета. Итак, попробуем его разобрать. Пюпитр я оставлю, потому что он особо не играет роли. Зажимы клавиатурного бруска внизу были ненадежные, он постоянно падал, поэтому мы их перекрутили на другую сторону, подзатянули. Меня также немножко смущает лира, но этим я не буду заниматься сейчас. Кроме того, инструмент очень низкий, у многих моих учеников упираются ноги, поэтому мы для них сделали такие подставочки, но теперь мы сталкиваемся с проблемой, что когда рояль стоит на подставочках, и у него нижняя граница находится на стандартных 65 где-то сантиметров, если я не ошибаюсь, я не должен ошибаться, то педаль становится очень высокая.
И я думаю, как решить этот вопрос. Возможно, я сделаю еще дополнительную нашлепку на педальную лиру и прикреплю педали снизу, потому что на самом деле это очень неудобно в работе. Но, слава богу, мои ноги позволяют мне на нем себя хорошо чувствовать, и поэтому пока что довольствуемся тем, что есть. Итак, достается он с боков аккуратным движением, чтобы она упала. И потом тянем на себя. Вот. Оп. Заодно я сейчас исправлю один дефект, который у меня остался и мешает нормально жить. В этой механике молоток посажен на клавишу в такую вилку, и поэтому он двигается вместе с клавишей, и в процессе движения он опирается в фигуру. Давайте пройдемся по всему процессу работы с этой механикой. Для удобства работы можно сразу снять лестик с фенгерами и лестик репетиционных пружин. Сейчас я его снимать не буду. Фенгеры можно будет установить в самую последнюю очередь и регулировать уже, когда механика будет внутри рояля, просто пальцами. Сначала, как и всегда, нужно выставить клавиатуру на уровень. Белые клавиши, потом черные клавиши. На этом рояле нет возможности регулировать друг отдельных клавиш. И замеряя разницу друга с моим шаблоном, я выяснил, что здесь друг 9 мм. Соответственно, для высоты черных клавиш я сделал отдельный шаблон на 11 мм, а не на 12, как обычно. Также я выравнивал шпанцы и следил за наклоном отдельных клавиш. Любая работа с клавиатурой в венской механике прямо влияет на молоточки, на их высоту, горизонтальное положение и угол удара. После рихтовки клавиатуры нужно отрихтовать молотки. Молотки должны находиться по центру тел клавиши. Это мне сейчас кажется важным. Во-первых, молоток нельзя сильно смещать. Буквально лишний миллиметр в сторону, и если нажата соседняя клавиша, молоток при отпускании будет ударяться в древесину соседней клавиши. Кроме того, нам важна прямая линия от хвостика молотка, который упирается в пятку фигуры, через фигуру к репетиционной пружине, которая встает в паз в фигуре. Если молоток ориентирован не параллельно клавише, какой-то из элементов будет плохо контактировать с фигурой. Моей ошибкой в этот раз было то, что я выставлял горизонтальное положение молотков по хорам струн, так же, как я делал бы на современном рояле. Но, судя по всему, сейчас у механики неправильная позиция, из-за чего все молотки смотрят немножко вправо. Из-за этого я некорректно отрихтовал фигуры, теперь у меня проблемы с контактом репетиционных пружин и фигур. Также нужно отрихтовать вертикальный ход молотков. Это делать заметно легче, чем на современных инструментах. Нужно всего лишь гнуть латунную вилку любым подходящим инструментом. В этот же момент необходимо контролировать трение оси молотка. Молоток должен ходить очень свободно. И даже небольшое трение нарушит работу механики, затруднит репетиции и не позволит отрегулировать ауслёзунг. Для того, чтобы снизить трение оси молотка о вилку надо немножко расширить, вставив в нее широкую отвертку. Если же вилка слишком широкая и молоток начинает издавать лишние звуки при игре, можно поджать вилку плоскогубцами. Возможно, стоит задуматься о применении силиконовых смазок. Судя по всему, после этого нужно найти основную позицию механики, чтобы молотки, будучи на своих местах, оказались в нужной точке удара по хору. Я буду пробовать менять горизонтальное положение механики в следующий раз, когда буду заниматься этим роялем. Когда молотки отрихтованы, нужно отрихтовать фигуры. Мне надо было по-хорошему полностью заменить на них гарнировку. Сейчас у многих фигур гарнировка слишком изношена. Но тут придется еще угадать толщину сукна. Я пытался гарнировать стандартным капсульным сукном 1 мм, но мне пришлось вклеивать 2 слоя. Так что, возможно, нужно капсульное сукно толщиной от 1,5 до 2 мм. Гарнировка же передних отверстий клавиш, в моем случае, оказалась слишком тонкой, и туда мне придется заказывать сукно не толще 0,7 мм. Вообще, процесс работы над этой механикой для меня был как детектив. Рояль был настолько не отрегулирован, что почти ни на одной клавише не работал ауслёзунг. Из-за этого я долго вообще не мог понять, какая регулировка отвечает за ауслёзунг. В
конце концов, я понял, что за это отвечает глубина установки фигуры, которая регулируется ограничительной пупкой. В моем случае необходимо было сделать эту пупку толще. Для этого я оклеил пупки суконными шайбами, а поскольку я и так выкручивал все фигуры, я заодно зачистил клавиатурную раму, заново вклеил стойки лестика репетиционных фигур. Попутно я натирал пятки фигур графитом, чтобы уменьшить трение хвостика молотка о фигуру. Вообще, венская механика очень требовательна к подвижности всех своих частей. На мой вкус, гораздо более требовательна, чем современная механика. Далее можно установить высоту ауслёзунгом, по крайней мере в черне. Я выставил пробные регулировки на краях диапазонов и положил механику на стол. И установил клавиатурный брусок на штативы для видеокамер над механикой. Таким образом, я полностью имитировал контакт молоточков со струной и мог точно установить уровень ауслёзунга. При установке уровня ауслёзунга необходимо контролировать и регулировать следующие вещи. Что трение в оси молоточка минимально и позволяет ему свободно, не теряя скорость, падать под собственным весом. Что хвостик молотка упирается в пятку фигуры, но дает без сопротивления ей встать на свое место. Если молоток установлен слишком высоко, пятка фигуры упирается в хвостик гаммерштиля и не может встать на место. В этом случае нужно вкрутить латунную вилку в клавишу по часовой стрелке, таким образом утопив молоток в клавишу. Если же между хвостиком гаммерштиля и пяткой фигуры есть люфт, нужно наоборот выкрутить латунную вилку и поднять молоток. Нужно убедиться, что усилия возвратной пружины фигуры достаточно для того, чтобы молоток до последнего момента плотно упирался в пятку фигуры и она не отклонялась назад. Однако чрезмерное усилие возвратной пружины не даст молотку оттолкнуть фигуру и упасть на фенгер, поднимет уровень ауслёзунга и сделает его нестабильным. Молоток должен падать на фенгер достаточно быстро. После рихтовки фигуры и установки уровня ауслёзунга можно установить лестик репетиционных пружин. Задача репетиционных пружин – не давать фигуре полностью отклоняться назад и подхватывать молоточек до того, как он упадет на фенгер, ровно так же, как это делает репетиционная пружина Эрара в современной механике. Поведение молотка при использовании репетиционной пружины должно быть почти идентичным поведению молотка в современной механике. Однако при большой динамике фигура прожимает репетиционную пружину, отклоняясь дальше, позволяя молоточку упасть на фенгер. А после отпускания клавиши репетиционная пружина помогает фигуре скорее вернуться на свое место. Поскольку фенгеры ловят молоточек достаточно низко, поведение клавиатуры отличается от поведения механики с двойной репетицией. Венская механика способна на серию коротких репетиций на небольшой громкости, когда молоточек упирается в пятку фигуры в репетиционную пружину. Но после подхвата на фенгер для репетиции клавиша должна вернуться к первоначальному положению. Сейчас устройство этой механики кажется мне простым и логичным. Однако роль каждой детали в ней открывалась мне непросто. Даже спустя месяц работы и пробных регулировок я отказывался верить в существование репетиционных пружин, потому что репетиционных пружин в этом рояле просто не было. Оригинальные репетиционные пружины были удалены, а их пупки были оклеены суконной полоской, которая не выполняла ровно никакой функции. Кроме того, мне постоянно приходится гадать о параметрах регулировок и параметрах запчастей. Нужно подбирать оптимальную толщину сукна. Также я заказал слишком длинные репетиционные пружины и был вынужден закручивать их вручную, чтобы добиться от них выполнения своей функции. Также я еще не притрагивался к головкам молотков и к демпферному фильцу. Демпферный фильц я, видимо, буду менять самостоятельно. А вот молотки мы отправим на мануфактуру Abel Piano Parts, чтобы им заменили фильц, кожу и сломанные гаммерштили. В общем, бюджет ремонта выйдет около 800 евро без учета моей работы. Он уже занял у меня около 1,5 месяцев, и, видимо, я потрачу еще от 2 до 4 недель в следующий раз, заменяя везде гарнировку, демпферный фильц и заново регулируя рояль. Однако, я уверен, что это стоит того. Это очень выразительный инструмент со своим характером, и он уже невероятно помогает мне в работе над определенным репертуаром. Я уверен, что после полной реставрации он сможет стать очень интересным концертным инструментом и, возможно, займет свое место не в этой учебной комнате, а в малом зале нашей музыкальной школы.